Здравствуйте! В этом мастер-классе я буду вязать домашний халат. Он у меня получился достаточно интересным из-за того, что я выбрала крючок большого размера, сквозь вот эти петельки видно тело. Поэтому этот халатик получился достаточно пикантным. Этот халат связан в поперечном вязании. У него имеется V-образная горловина, круглая горловина под шею. Изделие у меня достаточно длинное, оно даже не помещается полностью на мой рабочий стол. В этом мастер-классе я вам покажу и расскажу основные нюансы вязания такого изделия. Приведу все расчеты, по которым вы легко и просто сможете связать не только этот халатик, но и применить эти расчеты и знания к другим своим изделиям. Ведь вам достаточно просто изменить вид пряжи, номер крючка, длину изделия, и вы получите уже, например, жакет или кардиган. Все зависит от вашей фантазии. В конце видео я вам приведу, точнее покажу еще одно изделие, связанное точно таким же образом, как и этот халат, но совершенно другое на внешний вид. Там имеется пару нюансов, немного отличий, от которых я обязательно вам расскажу, все покажу. Ну а сейчас приступим к вязанию этого халата. Для того, чтобы связать такой халатик, для начала нужно связать образец. Образец вяжется именно из той пряжи, из которой вы будете вязать само изделие. Я связала образец свой обычными столбиками без накида, но очень крупным крючком номер 8. И вот такое вот полотно у меня получилось, оно мне очень нравится, очень красиво будет смотреться в халатике. После того, как вы связали свой образец, вы обязательно его стираете и сушите на горизонтальной поверхности. А после этого приступаем к расчетам. У меня образец уже постиран и высушен. И первым делом, что я запишу, это сколько петель в ширину я связала и сколько рядов в высоту я провязала. В ширину у меня 40 петель, а в высоту у меня 25 рядов. Затем берем сантиметр и измеряем ширину своего образца в сантиметрах и высоту своего образца в сантиметрах. У меня ширина моего образца в сантиметрах 36,5 и высота образца в сантиметрах 16,5 сантиметров. Теперь, когда основные значения записаны, образец уже можно в принципе убирать и приступать к основным расчетам. Для начала мы определяем плотность своего вязания. Для этого мы 40 петель делим на 36,5 сантиметров. 40 делю на 36,5, получаю значение 1,09 петли в 1 сантиметре. Теперь я 25 делю на 16,5. 25 делю на 16,5. Получаю значение 1,51 ряда в 1 сантиметре. Мы определили нашу плотность вязания. Теперь вам нужно измерить самую большую часть вашего тела, то есть объем этой самой большой части. В моем случае, например, самый большой объем это объем бедер. У кого-то это может быть объем груди или даже объем живота. Ориентируйтесь по своей фигуре. Вам нужно, грубо говоря, измерить самую большую точку своего тела, точнее его объем. В моем случае, еще раз повторюсь, это объем бедер. Итак, объем бедер у меня составляет 112 сантиметров. Я к этому значению добавлю еще плюс 10 сантиметров на свободу облегания. Что я делаю дальше? Теперь вот это значение, объем бедер, вам нужно разделить на 2. В моем случае 112 плюс 10 равно
122 сантиметра. Значит, я 112 плюс 10 равно 122. 122 делю на 2. 122 делю на 2. Получаю 61 сантиметр. Это будет полуобхват моих бедер. И именно от этого значения я буду отталкиваться при построении выкройки своего халата. Начну построение выкройки со спинки, то есть с той части, которая будет сзади. Я так начерчу очень схематично, но думаю, вам будет понятно. Грубо говоря, наш халат это вот такой квадрат. Это наша спинка. Первым делом, что нам надо определить, это высоту нашего халата. Кто-то хочет, чтобы это было выше колена, кто-то до колена, кто-то ниже колена. У меня остатки моей пряжи, из которых я вяжу свой халат, позволяют сделать достаточно его длинным. То есть у меня высота моего халата будет составлять 110 сантиметров. Теперь я хочу понять, сколько же мне нужно набрать петель для того, чтобы получить высоту халата 110 сантиметров. Сразу скажу, что вязать халат я буду в поперечном вязании. Для этого я 110, вот это значение, умножаю на количество петель в 1 сантиметре. Умножаю на 1,09. Получаю ответ 119,9. Я округляю в большую сторону, получается 120 петель. То есть для того, чтобы провязать высоту 110 сантиметров, мне надо набрать 120 петель. Теперь ширина нашего халата мы уже определили. Это полуобхват 61 сантиметр. Вот здесь помечу. У меня как раз и написано 61 сантиметр. Это ширина моего халата. Мне нужно определить, сколько же мне надо провязать рядов для того, чтобы получить 61 сантиметр. Для этого я 61 умножаю на количество рядов в 1 сантиметре, то есть на 1,51. Получаю значение 92,11. Вы хотите округлять в большую сторону, хотите в меньшую сторону. Это все личное ваше дело. Я, например, в этом случае округлю в меньшую сторону. То есть 92 ряда. То есть для того, чтобы провязать полотно шириной 61 сантиметр, мне надо набрать 92 ряда. Теперь вот этот квадрат я схематично поделю на 3 части. Первая часть это будет левое плечо. Потом у нас идет горловина со стороны спины, то есть там, где наша будет шея. И третья часть это будет правое плечо. Теперь я буду рассчитывать вот эту горловину. Вот так ее нарисую. Для начала вам надо определить ширину своей горловины. Вы берете, можете взять полуобхват своей шеи или, например, померить эту горловину в любимом вашем изделии, который хорошо на вас сидит. Я, например, уже знаю, что для того, чтобы на мне хорошо сидело изделие, мне надо вот эта горловина 15 сантиметров. Либо вы можете взять полуобхват шеи, то есть измерить объем своей шеи и разделить на 2. В моем случае ширина горловины это 15 сантиметров. Сколько же мне надо провязать рядов для того, чтобы получить 15 сантиметров? Для этого я 15 умножаю на количество рядов в 1 сантиметре на 1,51. Получаю ответ 22,65 и округляю в большую сторону
23 ряда. То есть ширина вот этой части, где я буду формировать горловину, 23 ряда. Общее число рядов вот этого полотна 92. От 92 отниму ширину места, где буду формировать горловину. То есть отнимаем 23 ряда. Получаю 69. И теперь я 69 разделю на 2. Почему на 2? Потому что у нас два плеча. Левое и правое. Делю на 2. Получаю ответ 34,5. Мне не нравится такой ответ. Я хочу, чтобы оно было целое. Поэтому я буду округлять в меньшую сторону. То есть я провяжу 34 ряда. На каждое плечо оставлю здесь 34 ряда, здесь 34 ряда. Если сложить вот эти все значения по моим расчетам 34 плюс 23 и плюс 34, то у меня получится не 92 ряда, а 91. И меня, в принципе, это устраивает, поэтому ширина моего полотна будет 91 ряд. Я знаю, сколько мне нужно провязать рядов для того, чтобы получить спинку, сколько мне надо набрать петель для того, чтобы получить высоту своей спинки. Я знаю, сколько мне надо провязать на левое плечо, на горловину и на правое плечо. Теперь мне нужно узнать, как мне сделать вот здесь такое закругление. Для этого я вынесу его на другую страницу. Вот возьмем схематично, грубо говоря. Вот идет наше плечо, допустим, левое. Потом у нас идет закругленная горловина и следующее плечо, допустим, правое. Так, поближе, чтобы было видно. Вам нужно определить глубину вот этой горловины. Вы берете то значение, которое будет для вас комфортно. У меня, например, комфортно 6 сантиметров. То есть глубина вот этой горловины у меня 6 сантиметров. Как же определить, сколько мне убавить петель вот с этой стороны и сколько прибавить петель с этой стороны, чтобы получить глубину 6 сантиметров? Для этого я 6, вы можете взять любое комфортное для вас число. 6 умножаю на количество петель в 1 сантиметре на 1,09. И получаю ответ 7 петель. То есть для того, чтобы сформировать вот такую вот впадину, мне со стороны левого плеча надо сделать 7 убавок, то есть 7 петель убавить, потом провязать такую прямую часть и потом еще 7 петель прибавить для того, чтобы сформировать вот такой подъем. Давайте, наверное, вот так напишу. Выделю. Смотрите, 7 петель я убавляю в первой части, вот в этом закруглении. 7 петель я прибавляю вот в этом закруглении. То есть в каждом ряду я буду убирать по одной петле. Значит, у нас общая ширина вот этой части 23 ряда. Если я буду по одному ряду в каждом ряду убирать по одной петле, то получается 7 рядов у меня будет убавок и 7 рядов у меня будет прибавок. 7 плюс 7 14. От 23 отнимаю 14. Это у меня получается 9 рядов. То есть смотрите, я сформирую левое плечо, провяжу 34 ряда. Затем я провяжу 7 рядов
делая убавку в каждом ряду на одну петлю, то есть это будет 7 рядов. Потом я провяжу 9 рядов без убавок и прибавок, и затем я провяжу 7 рядов с прибавкой в каждом ряду на одну петлю. И таким образом я сформирую вот такую горловину для нашей шейки. Выкройка почти готова, то есть это наша спинка получается. Теперь нам надо рассчитать только полочку или переднюю лицевую часть. Смотрите, если горловину со стороны спины я делала такую полукруглую, то со стороны лицевой или со стороны полочки я буду делать V-образную горловину, то есть одна часть моего халатика будет выглядеть вот так. То есть у меня будет V-образная горловина. Я знаю, смотрите, разделю полочку вот так. Вот это у нас левое плечо, а здесь у нас будет горловина. Я уже знаю, что на одно плечо у меня провязано 34 ряда. И с передней стороны я также провяжу 34 ряда. Затем у меня ширина моего задней части 91 ряд. Я разделю 91 на 2. И получаю 45,5 рядов. То есть 45,5 рядов будет составлять левая часть. И 45,5 рядов будет составлять правая часть нашего халатика. А здесь будет такое распашное. Смотрите, 45,5 составляет одна часть нашего халата. Я знаю, что на плечо я провяжу 34 ряда. От 45,5 отнимаю 34 ряда, получаю 11,5 рядов. То есть 11,5 рядов у меня уйдет на формирование V-образной горловины. Но мне не нравится число 11,5, я округлю в меньшую сторону до 11 рядов. Вы можете в большую сторону провязать. Тут полряда этих роли не сыграет. То есть для того, чтобы связать одну часть полочки, нам надо 34 ряда провязать на плечо, и 11 рядов у нас остается на формирование вот этой V-образной горловины. Я буду вязать 11 рядов и в каждом ряду убирать по 2 петли для того, чтобы сформировать эту горловину. Вы убавки можете делать и в каждом втором ряду, по одной петле убирать, по 3 петли, как вам захочется. Все зависит от того, насколько будет, какую глубину своего V-образного выреза вы хотите сделать. В принципе, если я уберу по 2 петли в каждом ряду в течение 11 рядов, тут очень такая комфортная глубина получится этого выреза, поэтому я даже не буду измерять ее в сантиметрах. В принципе, на этом расчеты окончены. Может быть показаться, что это очень сложно, но если вы засядете и немножечко вникнете, то вы по своему образцу сосчитаете это буквально за 10-15 минут. Ничего сложного в этом на самом деле нету. Вязание я начала с вязания полочки, то есть вот этой части, и уже провязала 34 ряда, которые пойдут на плечо. И сейчас буду провязывать 11 рядов, делая в каждом ряду по 2 убавки. То есть вся высота моего изделия состоит из 120 петель, то есть в 35 ряду я провяжу 118 петель, то есть я не буду довязывать в конце ряда 2 петли. Делаю петлю подъема, переворачиваю вязание и вяжу столбики без накида до конца ряда.
Итак, я довязала до конца ряда. Смотрите, у меня остается 2 петли. Вот они, раз, два. И так как мне надо в этом ряду сделать 2 убавки, эти 2 петли я не провязываю. Я их оставляю вот такими. Провязала 118 петель. Почему 118? Потому что от 120 минус 2 равно 118. Делаю петлю подъема, переворачиваю вязание. В этом ряду я также сделаю 2 убавки. То есть в этом ряду мне надо уже провязать 116 петель. То есть 118 минус 2, 116. Смотрите, я сделала петлю подъема. И в первую петлю от крючка я провяжу столбик без накида. Это будет моя первая петля. Теперь 2 петли пропускаю. Раз, два. Вставляю крючок в третью петлю и провязываю столбик без накида. Таким образом я сделала 2 убавки. И теперь в этом ряду провяжу 116 петель. Итак, я в этом ряду провязала 116 петель, делаю петлю подъема, переворачиваю вязание. И теперь в этом ряду я буду не довязывать снова 2 петли. То есть в этом ряду я провяжу 114 петель. Так, я провязала 114 петель и снова 2 петли не довязываю. Раз, два. Обязательно, когда будете делать убавки в этих рядах, считайте петли, чтобы не запутаться. Я не довязала 2 петли. Теперь делаю петлю подъема, переворачиваю вязание. Снова в первую петлю от крючка вставляю крючок, провязываю столбик без накида, пропускаю 2 петли, раз, два, вставляю крючок в третью и провязываю столбик без накида. Я снова сделала 2 убавки, и в этом ряду я уже провяжу 112 петель. Таким образом я провяжу все 11 рядов, в каждом ряду делая по 2 убавки. Я уже полностью связала вот эту часть халата, вот эту половинку. Посмотрите, какой аккуратный получился вырез сформированный. И точно таким же образом я связала и вторую половинку, тоже с таким аккуратным вырезом. Таким образом обе части халата, это и это, у меня готовы. Приступаю к вывязыванию спинки. Я уже вяжу спинку и подошла к тому месту, где нужно провязать вот эту полукруглую выемку для нашей шеи. Я провязала 34 ряда плеча. Вязала я его уже без вас, потому что тут ничего сложного нету. Просто вяжем столбики без накида, нужное количество петель, которое у вас получилось при ваших расчетах. Сейчас я подробно покажу, как сформировать вот такой полукруглый вырез. Для этого я уже в своих расчетах посчитала, что полная, скажем так, ширина этого выреза у меня 23 ряда. Из них мне надо провязать 7 рядов с убавкой по одной петле в каждом ряду, затем 9 рядов без убавок и прибавок, и затем 7 рядов уже с прибавкой по одной петле в каждом ряду. И я нахожусь уже вот в этом месте, где мне надо начинать вязать 7 рядов с одной убавкой в каждом ряду. 34 ряда у меня провязаны. Посмотрите, какой красивый узор получается. Хотя это обычные столбики без накида, но связанные очень крупным крючком. Мне очень нравится, конечно, этот результат. Здесь у меня провязано 34 ряда. Я сейчас сделаю петлю подъема. Переворачиваю вязание.
И начинаю вязать новый ряд, в конце которого я сделаю одну убавку. Вяжу я обычные столбики без накида. Встретимся в конце ряда. Я покажу, как я делаю убавки. Вот я в конце ряда, и у меня остается 2 петли провязать. Раз, два. Но я провяжу только одну. Я одну петлю в этом ряду не довяжу. Таким образом я сделала такую вот убавочку. То есть если у меня в ряду 120 петель, то в этом ряду я провязала только 119. Теперь я делаю одну петлю подъема, переворачиваю вязание, и в этом ряду мне еще на одну петлю нужно провязать меньше. Для этого я провязываю первую петлю, точнее первый столбик, затем одну петлю я пропускаю и вставляю крючок в следующую и провязываю столбик без накида. Вот что получается. Таким образом я сократила количество петель на 1, то есть я одну петлю пропустила. И в этом ряду у меня уже получится 118 столбиков без накида. Вот я провязала 118 столбиков без накида, делаю петлю подъема, переворачиваю вязание, и в следующем ряду я в конце ряда не провяжу один столбик, то есть точнее не довяжу один столбик, то есть в этом ряду я уже провяжу 117 столбиков без накида. Я довязала до конца ряда, мне осталось провязать 2 петли, раз, два, и я снова провяжу только одну петлю, а одну вот эту не довязываю. У меня уже получается вот такая лесенка. Так я делаю убавки. Теперь я делаю петлю подъема, переворачиваю вязание, и теперь снова делаю одну убавку. Провязываю первый столбик без накида, одну петлю пропускаю, вот эту, вставляю крючок в следующую петлю и провязываю столбик без накида. Таким образом в этом ряду я уже провяжу 116 петель. Когда делаются убавки таким образом, получается вот такая лесенка. И такой лесенкой я сформирую вот этот вот круглый вырез. Мне осталось провязать еще 4 ряда, я уже провяжу их самостоятельно, потому что в этих рядах я буду выполнять одни и те же действия. Не довязывать одну петлю в одном ряду и потом сокращать на одну петлю в следующем ряду. Я провязала 7 рядов. Вот такой у меня уже формируется полукруглый вырез. Вот. Этот ряд последний, где я делала убавки, 7, я отмечу маркером. Так. Вот. Чтобы когда я считала предыдущие 9 рядов, я не запуталась. И теперь мне надо вязать вот эти 9 рядов без убавок и без прибавок. Это я свяжу самостоятельно, потому что тут тоже нет ничего сложного. Просто нужно связать 9 рядов с обычными столбиками без накида. Встретимся с вами уже, когда я буду вязать следующие 7 рядов, где нужно будет делать прибавки. Я покажу, как это делать. Вот я провязала 9 рядов по 113 петель. Посмотрите, какой у меня уже вырез получается.
И я приступаю вязать вот эти 7 рядов, где уже в каждом ряду я буду делать по одной прибавке. Я первый ряд из этих 7 уже начала вязать. И сейчас уже подхожу к тому месту, где надо провязать одну убавку в конце ряда. Сейчас довяжу буквально пару петель. Вот у меня осталось провязать 2 петли. Раз, два. Провязываю одну петлю, обычный столбик без накида. А в последнюю петлю я провяжу 2 столбика с накидом с одним основанием. То есть я провязала столбик без накида. И теперь сюда же завожу крючок в эту же петлю и провязываю еще один столбик без накида. Таким образом я в этом ряду добавила одну петлю. Теперь, в принципе, по логике вещей я должна сделать петлю подъема, перевернуть вязание и начать вязать в следующий ряд во вторую петлю от крючка. Но так как мне в следующем ряду также надо сделать прибавку, я делаю не одну петлю подъема. Сейчас покажу. Не одну петлю подъема, а 2. Раз, два. Переворачиваю вязание и начинаю вязать во вторую петлю от крючка. То есть эту я пропускаю, а во вторую дополнительную воздушную петлю, которую я набрала, я провязываю столбик без накида. Таким образом, в этом ряду я также сделала прибавку. И теперь вяжу до конца ряда столбики без накида. Посмотрите, как это выглядит. Вот я добавила 2 петли, и у меня уже начал формироваться уголок выреза. Сейчас я довяжу этот ряд до конца и встретимся с вами уже в конце ряда. Вот я провязала второй ряд из 7 рядов, которых мне надо сделать по прибавке в каждом ряду. Делаю петлю подъема, переворачиваю вязание и начинаю вязать третий ряд из этих 7 рядов, в конце которого я сделаю прибавку. Еще раз подробно вам покажу, как это делается. Вот я подошла к концу ряда, мне осталось провязать 2 петли. Раз, два. Провязываю первую. Во вторую петлю я провязываю 2 столбика без накида с одним основанием. То есть я провязала первый столбик без накида, завожу крючок в эту же петлю и провязываю второй столбик без накида. Теперь я делаю 2 петли подъема. Раз, два. Переворачиваю вязание. И во вторую петлю от крючка, вот в эту, провязываю столбик без накида. И теперь дальше до конца ряда снова вяжу столбики без накида. Таким образом я делаю прибавки для того, чтобы сформировать полукруглую горловину. Вот как это уже выглядит. Вместе с этим рядом, вот с этим, мне надо еще провязать 4 ряда из 7. Я их провяжу уже самостоятельно.
Я провязала все 7 рядов. Вот такая уже закругленная горловина у меня получилась. Вот так это выглядит. Теперь последний 7 ряд я помечаю маркером, для того, чтобы когда я начну вязать плечо, не сбиться, откуда считать. Когда будете считать убавки и прибавки, внимательно считайте количество петель, чтобы не сбиться, чтобы у вас все получилось ровно и одинаково. Теперь мне осталось связать только плечо, второе, которое состоит из 34 рядов, и спинка моя будет готова. Плечо я провяжу самостоятельно, так как там вяжется все очень просто, обычные столбики без накида. 34 ряда в моем случае. Сейчас я вам расскажу и покажу, как связать вот такой рукав и как его рассчитать. Показываю я уже его в готовом изделии, для того, чтобы вы четко видели, как этот рукав выглядит. Вот, посмотрите. Он у меня идет таким фонариком, то есть к месту кисти он у меня сужается, этот рукав, и заканчивается вот такой красивой плотной резиночкой. Первое, что я хочу вам показать, как связать вот этот вот переход от обычных столбиков с накидом вот к такой красивой резинке. Вязать рукав я буду 2 крючками. Основную часть рукава, вот эту, где у меня находится рука, я вяжу тем же крючком, что и весь халатик, крючком номер 8. А вот эту резинку я буду вязать крючком на 2 размера меньше, крючком номер 6. Я не буду, конечно же, сейчас вывязывать весь рукав, я вам покажу такой небольшой кусочек, в котором будет видно, как вязать, ну, основную тушку рукава, скажем так, и делать переход вот конкретно на эту резинку. Для этого я пока отложу расчеты, возьму нить и набираю цепочку из воздушных петель крючком номер 8. Это крючок, которым я связала основное полотно этого халата. Я наберу для примера, для того, чтобы показать конкретно переход на эту резинку, небольшое количество петель, например, ну, давайте 20, давайте 30. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, я взяла для примера, допустим, 30 петель, 20 из них уйдет на рукав, а 10 на манжету. Я набрала 20 петель крючком номер 8, а 10 петель, которые уйдут на манжету, я меняю крючок и добираю крючком меньшего размера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем я делаю одну петлю подъема и начинаю 10 петель, которые я набрала крючком меньшего размера, во вторую петлю от крючка вязать соединительными петлями. Что значит? Я вставляю крючок во вторую петлю от крючка, захватываю нить и провязываю ее. Я связала соединительную петлю. В следующую петлю вставляю крючок, захватываю рабочую нить и провязываю ее через петлю, которая уже есть на крючке. Вторая соединительная нить, третья,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я провязала 10 петель, которые у нас идут на манжету соединительными петлями. Теперь я меняю крючок на крючок большего размера. И 20 петель следующих я провязываю обычным столбиком без накида. Вот, посмотрите, я провязала 20 петель, которые идут на рукав. Теперь я делаю петлю подъема и снова переворачиваю вязание и снова вяжу 20 петель столбиками без накида, которые у меня пойдут на рукав. Провязала 20 столбиков с накидом, подошла к месту, где у нас и начинается резинка, меняю крючок на крючок меньшего размера. И посмотрите, вот здесь, когда мы провязали соединительные петли, у нас образовалась косичка вот такая. Я уже много раз показывала в отдельных видео, как связать такую резинку. Можете пересмотреть, если вам здесь не особо удачно видно. Я поменяла крючок на меньшего размера и вставляю этот крючок, сейчас у меня камера сфокусируется, за заднюю дужку этой косички. Так. Вот. То есть из двух половинок косички я поддеваю заднюю, ввожу крючок, захватываю нить и снова провязываю соединительную петлю. Опять же, за заднюю стенку косички я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, провязываю соединительную петлю. 2 петли уже соединительных провязала. Снова за заднюю стенку косички. Три. 4. 5. 6. 7. 8. Так. 9. А 10-ю петлю оставшуюся я не буду провязывать только за заднюю стенку косички, я провяжу за обе стенки. Подхватываю эти петельки. Так. Вот. Захватываю рабочую нить и провязываю соединительную петлю. Почему я последнюю петлю провязываю за обе стенки? Для того, чтобы край получился ровным, красивым и никуда не уходил насквозь, не косил. Делаю петлю подъема, переворачиваю вязание. Вот здесь уже более четко видна косичка,
Я снова завожу крючок за заднюю стенку косички второй петли от крючка, захватываю рабочую нить и провязываю соединительную петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Провязала 10 петель, которые у нас идут на резиночку. Меняю крючок на крючок большего размера и провязываю 20 столбиков без накида, которые идут у меня уже на рукав. Посмотрите, я провязала всего пару рядов, а сужение манжеты уже очень заметно. Я вообще рекомендую вот в это место, которое является переходом с основной части рукава на манжету, пометить маркером. Потому что не всегда удобно считать, можно сбиться, а когда есть маркер, уже понятно, откуда начинать вязать резиночку и где уже менять крючок. Хочу отметить, что чем меньше размер вы возьмете крючка, которым будете вязать вот такую резинку, тем больше у вас получится рукав фонарик, тем он будет явней. Ну а сейчас я покажу вам, как рассчитать рукав под ваш размер. Смотрите, на линию плеча налево-направо у меня ушло 34 ряда. И когда я связала спинку, я вот эти 34 ряда измерила сантиметром до того места, где я начала формировать вот такую полукруглую горловину. И в этих 34 рядах у меня получилось 25 сантиметров. Я это значение использую при расчете рукава. Записываю 25 сантиметров. То есть это вот эта линия плеча. 25 сантиметров у меня. Реальный размер моего плеча 10 сантиметров. 25 минус 10 равно 15 сантиметров. Длина моего рукава 63 сантиметра. Вы здесь берете свое значение, свою длину рукава. От длины рукава 63 сантиметров я отнимаю вот эти 15 сантиметров. Получаю 48 сантиметров. От 48 сантиметров я отнимаю 5 сантиметров, которые у меня пойдут на манжету. То есть вот эта манжета у меня составляет 5 сантиметров. 48 минус 5 равно 43 сантиметра. И от этого значения я также отнимаю линию обвязки. Вот эту линию, которую я обвязывала V-образный вырез, которую я обвязывала свою полукруглую горловину. А почему я отнимаю еще это значение? Потому что после того, когда вы свяжете свой рукав, и вроде бы он у вас по размеру, вы еще в конце всего процесса обвяжете халатик, добавите
к своему рукаву 1,5-2 сантиметра. И рукав уже будет не нужно вам длины, а будет как у пьеро свисать. Поэтому всегда учитывайте вот эту линию обвязку и всегда при расчете рукава поперечное вязание ее учитывайте. Я сначала не знала, сколько у меня будет эта линия обвязки. Я поначалу думала, что это будет вообще 5-6 сантиметров, но в итоге у меня здесь всего 4 ряда, всего 1,5 сантиметра, и поэтому от 43 я еще отнимаю 1,5 сантиметра. Получаю ответ 41,5 сантиметров. Это будет длина моего рукава от линии плеча до манжеты. Теперь я эти 41,5 сантиметров переведу в петли. Для этого 41,5 я умножаю. Для этого я вернусь к предыдущим своим расчетам, где я рассчитывала плотность своего вязания. Я знаю, что в 1 сантиметре 1,09 петли. Поэтому я вот эти 41,5 умножаю на 1,09. Получаю ответ 45,2. Округляю в меньшую сторону, 45 петель. То есть мой рукав от линии плеча до манжеты имеет 45 петель. Теперь мне нужно рассчитать вот эту манжету. Я определила для себя, что она будет длиной 5 сантиметров. Мне надо узнать, сколько же в 5 сантиметрах будет петель конкретно этой манжеты. И тут идет следующая загвоздка. Я не могу применить здесь вот это значение, вот это 1,09, потому что это значение 1,09 петли в 1 сантиметре у меня рассчитаны для вот этого узора, для узора столбиков, связанными столбиками без накида. Поэтому я связала отдельный образец для манжеты. Вот. Я его связала, постирала, высушила, измерила. И сейчас эти значения запишу. Так, напишу здесь образец манжеты. Здесь у меня связано 20 петель. И в 20 петлях по образцу у меня 9 сантиметров. Считаю плотность вязания 20, делю на 9, получаю ответ 2,2 петли в 1 сантиметре. И теперь вот эту плотность вязания я применяю к расчету манжеты. Я знаю, что у меня длина манжеты, ширина, длина 5 сантиметров. Теперь я 5 сантиметров умножаю на 2,2 петли. И получаю ответ 11 петель. То есть на весь рукав у меня идет, еще раз вам покажу, у меня идет 45 петель от линии плеча до манжеты и 11 петель на манжету. Ширину манжеты вы определяете для себя самостоятельно. Кто-то хочет, грубо говоря, вот эта ширина манжеты равна объему вашей кисти. То есть вы вяжете, даже можете просто примерить. У меня хорошо сидит кисть в этой ширине манжеты, и вязание можете заканчивать. Кто-то хочет пошире делать. Это же домашний все-таки халат. Кому как комфортно. Кто-то наоборот, чтобы прям впритык сидела. Вы ширину манжеты определяете лично для себя самостоятельно. Вот такой расчет рукава производится. Еще также хочу отметить, что когда вы вяжете образец манжеты, вы его обязательно вяжете крючком меньшего размера. То есть, смотрите, я вязала основной халат крючком 8 размера, а манжету крючком 6 размера. И, соответственно, образец для манжеты я связала крючком 6 размера тоже.
То есть каким крючком вы будете вязать манжету, тем же крючком вы вяжете образец для того, чтобы получить правильные расчеты. Я довязала второй рукав. Вот какой красивый и аккуратный он у меня получился. Смотрите, объем фонарика у меня получился чуть-чуть больше объема моей кисти. То есть, если вот я в этом месте сошью, вот здесь, у меня будет немножко свободненько. Рука будет хорошо проходить, и при этом рукав будет красиво смотреться на моей руке. Теперь я буду сшивать свой халат, потому что все детали я уже связала. Покажу вам, как это буду делать. Я беру спинку своего халата. Беру маркеры, иголку, нить, которую буду сшивать, и переднюю часть халата. Вот, посмотрите, у меня здесь идет V-образный вырез. Я прикладываю линию плеча передней части к линии плеча спинки. И все это дело фиксирую маркерами. Много маркеров ставить не буду, думаю, 3 мне хватит. Беру иголку для сшивания и вставляю нить, иглу. Игла у меня уже, конечно, побитая жизнью. Немного поломалась ушко, но я думаю, все равно мне получится сшить все. Смотрите, сшивать буду самым обычным простым способом. Я всегда использую именно такой шов. Несмотря на свою простоту, он достаточно крепкий и достаточно аккуратно смотрится. Смотрите, поддеваю иглой первую петлю на передней части и первую петлю на спинке. Вот, 2 петли у меня на игле. Протягиваю рабочую нить. Теперь снова со стороны передней части поддеваю вторую петлю иголкой и поддеваю вторую петлю на спинке и протягиваю нить. Так. Нить затягивать надо хорошо. Теперь поддеваю следующую петлю, даже ушко петли. Тут уже в произвольном порядке, как у вас идет. Сшиваете петлю за петлей. Никаких секретов тут нету. Самым обычным способом у меня этот способ сшивания самый любимый. Есть, конечно, и тамбурные швы, и матрасные, но мне больше этот нравится. Смотрите, снова вставляю в соседнюю петлю иголку на передней части и в соседнюю петлю иголку на спинке. И так стежок за стежком
я сошью 2 детали вместе. Покажу еще раз и дальше буду сшивать самостоятельно. Вставляю иголку в следующую петлю на передней части и в следующую петлю на спинке. Протягиваю нить. Если вам нравятся какие-то другие швы, пожалуйста, используйте их. Никто вас этим мастер-классом не ограничивает в своих действиях. И если уже развернуть, то вот видно, как оно все сшито достаточно аккуратно и красиво. Так я сошью полностью вот эти 2 детали и потом покажу, как я прикладываю рукав и вшиваю его в изделие. Вот я сшила 2 детали. Это так этот шов выглядит с изнанки, а вот так он выглядит с лицевой стороны. Вот он. Сейчас первым делом, что я сделаю, я маркером отмечу, где изнаночная сторона. Потому что сейчас шов, кажется, выглядит таким выпуклым. И понятно, где изнанка, а где лицевая сторона. Но я уже знаю, что когда я стираю этот халатик, вот этот, ну и в процессе потом носки, этот шов, он уже не будет таким выпуклым, он очень сгладится и будет практически незаметен. И будет вообще непонятно, где лицевая, а где изнаночная сторона. Вот как выглядит этот шов. Поэтому я сейчас отметила изнаночную сторону маркером, и в будущем я вот сюда со стороны изнанки нашью такую бирку, этикетку, по которой я буду понимать, какая сторона изнаночная, какая лицевая. Теперь я беру связанный рукав. Вот он у меня. И складываю его пополам. Вот я сложила его пополам. Маркером отмечаю центр. Смотрите. Вот я маркером отметила центр. И теперь я этим же маркером, ну этот же маркер, вставляю в место соединения двух деталей. То есть в самую серединку, в самую первую петлю, которую я проложила иглой. И маркер соединяю. Таким образом у меня получилось распределить ровно рукав по обеим половинкам моего халата. Так, сейчас я его разверну. Вот, смотрите. Вот шов. И вот маркером прямо к шву я присоединила середину рукава. И теперь маркерами скреплю рукав с обеими деталями моего халата, то есть со спинкой и с передней частью. Я так всегда отмечаю центр, делаю, ни разу меня еще этот способ не подвел. И вторую часть рукава.
Теперь опять же беру иголку с ниткой. Я взяла такую нить побольше. Я хвостиков не боюсь, потом их легко прячу. И теперь точно таким же швом, каким я сшивала спинку и переднюю часть халата, я пришиваю, точнее, рукав к основной части изделия. Вставляю иглу в эту петельку и в первую петельку на рукаве. Протягиваю нить, вставляю небольшой хвостик и опять следующую петлю вставляю, так скажем, на тушке изделия, и во вторую петлю на рукаве. То есть шов я буду использовать точно такой же, как и пришивание спинки и передней части. Опять вставляю иглу в петельку на основной части халата и во вторую петлю на рукаве, следующую, точнее, петлю на рукаве. Хорошо все затягиваю. В процессе сшивания вы можете складывать свой халат, проверять сами себя, ровно ли вы все приложили, все ли у вас сходится, чтобы потом не распускать, не переделывать. Ну, а я продолжу сшивать. Так пришью оба рукава к тушке халатика. Потом, когда я пришью вот эту рукав к основной части халата, я сложу его пополам. И здесь я оставила от клубка нить. Вот она у меня. Нитью из клубка я сложу пополам рукав, начну сшивать его вот здесь, точно таким же способом. Вот здесь у меня тут уже будет пришит, точнее, рукав к основному изделию. То есть я потом буду, еще раз покажу, вот здесь проложу шов и перейду на тушку халата. Не получается пока что мне ровно сложить все. Вот. То есть я пришью рукав к основной части, потом начну сшивание с манжеты, вот так по всему рукаву пройдусь, перейду этой же нитью на тушку халата и вот здесь сошью вот так, проложу шов до самого края моего изделия. То есть ничего сложного в этом нету. Нужно просто немного времени и усидчивости. Я собрала свой халат, сшила его и уже примерила. Мне результат, в принципе, нравится. Мне осталось только сделать обвязку вот этой горловины и самих пол халата. Для этого я беру крючок и рабочую нить. Так. Вставляю крючок в первую петлю, присоединяю рабочую нить, делаю петлю подъема. И
теперь я буду вязать столбики без накида, и при этом я еще буду прятать вот этот хвостик, как я уже показывала. Я этот хвостик прижму к основному полотну, и крючок буду заводить и под, смотрите, и под обе петельки косички, и под этот же хвостик. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Таким образом я спрячу хвостик, он останется внутри столбиков. Я буду вязать столбики без накида по всему периметру халата. И в принципе тут же ничего сложного нету, бери да вяжи столбик как-то ряд за рядом. Я покажу подробно, как я буду пролаживать первый ряд в том месте, где мы с вами формировали V-образный вырез. Итак, я подошла к месту, где формировала V-образный вырез. Мне осталось до него провязать буквально несколько столбиков. Так, вставляю крючок в эту петлю. И смотрите, во-первых, я буду прятать этот хвостик, но сейчас я его откину. Смотрите, вот здесь очень хорошо видна ступенька. Вот она. То есть у меня здесь два ряда провязанных. Раз, два. И здесь у меня две петли, которые были не довязаны. Раз, два. Я провязала вот этот, сейчас его еще раз покажу. Я провязала столбик во втором ряду без накида, то есть вот в этом. И у меня есть еще один ряд, вот этот. И вот его как бы петля, вершина его основания. Я вставляю крючок в этот второй ряд. Вот сюда. Делаю столбик без накида. И вот у меня идут две недовязанные петли. Провязываю их. То есть тоже провязываю 2 столбика без накида. Так. Теперь я снова подошла к ступеньке. Вот у меня 2 провязанных ряда и 2 недовязанные петли. Я в первом ряду, вот в этом, только что провязала столбик, у меня остался второй ряд. Я вставляю в основание второго ряда крючок, провязываю столбик без накида и снова провязываю 2 петли, которые не довязала, когда формировала V-образный вырез. Раз, два. Снова подошла к ступеньке. Вот у меня 2 недовязанные петли и 2 ряда. Раз, два. В этом ряду я провязала столбик без накида, вставляю в основание второго ряда. У меня тут кошкам слишком весело. Провязываю столбик без накида. И вот у меня 2 недовязанные петли. Я тоже в них провязываю 2 столбика без накида. Снова подхожу к ступеньке. Вот она у меня сформирована. 2 недовязанных столбика петли, 2 ряда. В одном ряду я уже провязала столбик. Вставляю крючок во второй ряд. Столбик. И теперь в 2 недовязанные петли. Так, не все захватила. И так ступенька за ступенькой я провязываю. Вот снова ступенька. Опять столбик во второй ряд и в 2 недовязанные петли.
Я уже почти подошла к месту, где у меня идет сшитое изделие. Вот мой шов. Мне осталось тут буквально чуть-чуть. Вот, я подошла к шву. И здесь я уже перейду на спинку. То есть здесь уже буду обвязывать горловину, которая идет у меня под шею. Так, у меня тут тоже ступенька. Я сюда заведу крючок, провяжу столбик без накида. Сюда. И перехожу на горловину под шею. И здесь уже у нас есть столбик. Ну, видно очень хорошо, куда заводить крючок. Тут столбики явно просматриваются. Просто в каждый столбик завожу крючок и провязываю столбики без накида. Таким образом я обвяжу горловину. Сколько рядов я сделаю, я, честно говоря, еще не знаю. Я буду смотреть по результату. Может быть, это будет 5 рядов, может быть, это будет 6 или 7. Еще пока не знаю. Ну, это будет где-то ориентировочно 5-7 сантиметров. Я так провяжу. Дальше я уже буду вязать самостоятельно. И покажу вам только уже результат. Я думаю, вам было понятно, как обвязать горловину. Ничего сложного нету, как в принципе во всем мастер-классе. Очень простой. Встретимся с вами уже в следующей части видео. Буду показывать, как я прячу хвостики. В итоге я провязала всего 4 ряда. Посмотрите, как теперь выглядит аккуратно завершенная горловина и как красиво выглядит линия V-образного выреза. Все очень аккуратно получилось. Теперь я буду прятать хвостики. Как я это буду делать? Беру любой хвостик в каком-нибудь таком более удобном, видном для вас месте. Так, ну, например, вот этот. Их тут у меня много, конечно. Каждый сейчас прячу. Вот, я пометила себе маркером, вот, где у меня изнаночная сторона. Хвостики все прячу с изнаночной стороны. Вот у меня с лицевой хвостик получился. Я сейчас его продеваю в ушко иголки. И вытягиваю его на изнаночную сторону. Здесь нахожу любое место, которое мне понравится. Например, вот этот рядок. Протяну его вот сюда. И смотрите, вот у меня ниточка идет, вот она в иголке. Я под любую понравившуюся петельку завожу иголку, перекручиваю, опять завожу иголку, как бы перекручиваю. И так вот набираю, сколько захочется, произвольное количество петель на иголку. Вот, посмотрите, сколько у меня их. И аккуратно протягиваю свой хвостик. Все, хвостик получился внутри столбиков. Теперь все, что остается, это его обрезать. Я еще на самом деле для надежности делаю такую небольшую
петельку закрепительную, узелочек такой, чтобы уже точно он никуда не вылез. Вот так. Все, даже если ему захочется куда-то вылезти, узелок будет мешать. И под самое основание обрежу. Таким образом я спрячу абсолютно все хвостики в этом халатике. Давайте еще какой-нибудь возьмем. Ну вот, хвостик тоже есть небольшой. Здесь у меня вообще нить получилась, соединялась. Тоже так распушившийся отрежу, вставляю в иголку, вывожу на изнаночную сторону и здесь то же самое. Завожу иглу под любую понравившуюся петельку, под следующую петельку, под следующую, под следующую, сколько захочется. Протягиваю иголку и вытягиваю хвостик. Делаю, ну тут такой коротенький, уже без узелка. Все равно никуда не вылезет у меня и останется в петле. Смотрите, очень все аккуратно, незаметно. Оно когда постирается, вообще будет не видно, и с изнанки как это все хорошо и красиво выглядит. Ой, с лицевой стороны точнее. Итак, мое изделие полностью готово. Оно, у меня халат очень длинный, он даже не помещается на мой рабочий стол. Покажу вам основные моменты. Вот такой у меня красивый рукав получился, V-образный вырез и круглая горловина под шею. Также я связала еще и пояс под этот халат. Длина, по-моему, этого пояса у меня 150 сантиметров. Но я на этом не остановилась. И я связала еще один халат. Точно так же по этому мастер-классу я сделала плюшевый халат. Посмотрите, какой он классный, какой он мягкий, какой он приятный. В этом халате, я его связала точно так же по этому мастер-классу, но в этом халате есть две разницы. Первая, это рукав. Я не вязала здесь рукав фонарик. Я связала просто длинное полотно. У меня рукав 63 сантиметров. Я здесь связала, наверное, где-то 80 сантиметров. Просто такой прямоугольничек. И потом его сшила и пришила к основному, как бы к тушке халата, точно таким же образом, как я показывала. И потом просто лишние сантиметры я вот так завернула. И у меня получился отличный, теплый, уютный халат. И еще одно отличие, я пришила сюда карманы. Карманы, в принципе, можно было пришить и к этому же халатику. Ну, просто мне не хотелось. Он у меня такой более для красоты, как пеньюарчик. Здесь очень крупная вязка, здесь как бы просвечивает тело. Он такой более женственный, мне карманы не хотелось. А вот этот уютный, теплый домашний халат мне, конечно же, захотелось сделать с карманами. Также я связала для него и пояс. Вот так он выглядит. То есть я вот этими двумя изделиями хочу показать, насколько этот мастер-класс. Здесь точно так же, смотрите, V-образный вырез у этого халата и круглая горловина под шею. Размеры я использовала те же самые. Единственное, что у меня были немножко другие расчеты, потому что здесь уже пряжа другая, здесь уже у меня крючок другого размера. А так все те же самые действия, что и для этого халатика. Единственный нюанс, который я хочу вам показать, заключается вот в чем. Смотрите, когда я брала
полуобхват самой моей большой части тела. Это был у меня в данном случае объем бедер. Я к этому значению добавляла плюс 10 сантиметров на свободу облегания. Но я еще раз вам скажу, что вот этот халатик, он у меня больше как пеньюар идет. То есть он такой облегающий, красивый. Еще раз покажу, тут видно тело, он такой очень пикантный получился этот халат, и мне хотелось, чтобы он был более облегающим. А вот в этом халате я уже хотела, чтобы он был более свободного кроя, и я сюда добавляла не 10 сантиметров, а 15. То есть, чтобы он у меня был такой более свободный. Поэтому, когда вы будете в своих расчетах думать, сколько же вам добавить на свободу облегания, учитывайте все моменты. Хотите вы, чтобы он был более плотный, так более по фигуре сидело ваше изделие, либо более уже такое свободно облегающее было. Этими двумя халатами я хочу показать вам универсальность этого мастер-класса. То есть, используя разные крючки, разную пряжу, вы можете получить абсолютно разные вещи. Изменив длину, вот смотрите, у меня связано здесь два халатика. Но если вы измените длину и используете другую пряжу, другой крючок, вы можете получить кардиган. Либо, если вы свяжете высотой длиной до пояса, вы получите жакет. То есть, в принципе, всех этих вещей вязания достаточно одинаково. Вы вяжете спинку, определяете вырез для этой спинки, определяете, какую вы хотите горловину для себя, вяжете горловину, рукав, длину нужную вам размеру, и из одного мастер-класса вы получаете совершенно разные вещи. На этом мастер-класс я буду заканчивать. Я рассказала все, что хотела вам рассказать и показать. Вяжите в свое удовольствие, экспериментируйте. Обязательно делитесь своими работами. Пишите в комментариях, что у вас получается. Если у вас есть какие-то вопросы, также задавайте их в комментариях. Я буду стараться отвечать. Ставьте лайк этому мастер-классу и подписывайтесь на мой канал.